В игре на данный момент всего 16 героев, у которых есть навыки, повышающие физическую и магическую защиту. Но одни навыки дают мало защиты, а другие побольше. Итак, на 16 месте я расположил Каю. Когда он ультует, то его магическая защита увеличивается на 60 единиц, но длится это всего лишь около 2 секунд, после чего бонусная защита исчезает. На 15 месте расположился Минотавр. Когда он входит в состояние ярости, то его физ и маг защита увеличивается на 32 единицы, итоговый бонус 64 защиты. На 14 месте Джонсон. В его ульту встроен пассивный навык, который увеличивает физ-защиту на 30%. Мы, конечно, сразу можем купить 6 шипованной брони и в итоге получить аж 811 физ-защиты. Чтобы понять, сколько защиты получили от пассивного навыка, просто вычтем 84 физ-защиты от природы и 540 от купленных предметов. В итоге 187 физ-защиты получили от пассивного навыка. Но в реальной игре данная сборка неэффективна. Если проверить сборки топ-игроков и посчитать, сколько физ-защиты дают предметы, то в среднем получим примерно 209. 209 плюс 84 от природы равно 293 физ-защиты без учета бонуса от пассивного навыка. 30% от 293 это 88, то есть 88 физ-защиты в среднем дает пассивный навык в обычной реальной игре за Джонсона. Кстати, в итоге у него в среднем будет 381 физ-защита. На 13 месте я расположил Люнакс. Ее особенность в том, что в светлой форме каждый 1% перезарядки навыков превращается в 2 единицы физ и маг защиты. Мы, конечно, можем купить 6 зачарованных талисманов, каждый из которых дает аж по 20% перезарядки навыков, и тем самым получим аж 290 бонусной физ и маг защиты. Но по факту, где ты видел Люнакс, играющую с 6 зачарованными талисманами? Поэтому нам нужно учитывать обычную среднестатистическую сборку на героя. Для этого зайдем в топ лучших игроков на Люнакс и сравним их сборки. Как видим, в среднем сборка на Люнакс дает примерно 10% перезарядки навыков, а эмблемы в среднем дают 5%. Также предположим, что у нас хорошие союзники, которые постоянно помогают брать синий баф, который добавляет еще 10% перезарядки навыков. В итоге получаем 25%. А это значит, что в светлой форме получим 50 бонусной физ и маг защиты. Хотя если еще купим магическое зелье, дающее 5% перезарядки навыков, то бонус составит 60 единиц защиты. Итоговый бонус пускай будет 100 защиты. На 12 место прискакал Леопольд, то есть Леоморд. Да, я на коне. Когда он на коне, то физ и маг защита увеличивается на 60 единиц. Итоговый бонус 120 защиты. На 11 месте Минситар. Если во время ульты он стоит на своем поле боя, то его физ и маг защита увеличивается на 70 единиц, то есть в итоге бонус 140 защиты. На 10 месте оказался Лапу-Лапу. После использования ульты он входит в состояние тяжелого меча на 15 секунд, а все это время у него будет увеличена физ и маг защита на 70 единиц. В итоге бонус к защите составляет тоже 140. На 9 место попал Атлас. После использования любого навыка, его физ и маг защита увеличивается на 80 единиц на 5 секунд. Итоговый бонус 160 защиты. 8 место занял Гататкача. Его пассивный навык превращает каждый потерянный 1% здоровья в 2 единицы физ-защиты. По идее, если потеряем 99% здоровья, то нам должны дать 198 физ-защиты. Но на практике, когда у меня было около 5% здоровья, то я получил всего лишь 103 физ-защиты. Оказывается, на количество получаемой защиты также влияет твое максимальное здоровье. Если сделать 11 тысяч здоровья, то только тогда мы получим свои обещанные 200 физ-защиты. В общем, с натяжкой, но все же засчитаю итоговый бонус 200 защиты. На 7 месте оказалась Кармила.
Когда она наносит урон, то накапливает стаки. Каждый стак приносит 20 маг и физ защиты и длится 5 секунд. Если накопить максимум 5 стаков, а для этого нужно нанести урон 5 разным героям, то тогда она получит 100 физ и маг защиты. На практике Кармилии сложнее получить бонусную защиту, чем, к примеру, Атласу. Тем не менее, ее итоговая бонусная защита может достичь аж 200. Шестое место занял Фарамис. Во время действия первого навыка его физ и маг защита повышается на 100. Поэтому опять же итоговый бонус 200 защиты. Пятое место занял Роджер. В форме волка его физ и маг защита постоянно увеличена на 100 единиц. Итоговый бонус снова 200 защиты. На четвертое место попал Бардс. Он способен увеличиваться в размере и тем самым накапливать до 25 стаков. Один стак это 5 единиц физ и маг защиты, а 25 стаков соответственно это 125 физ и маг защиты. Поэтому его итоговый бонус 250 защиты. На третьем месте расположилась Руби. После использования любого навыка она может отпрыгивать в разные стороны. Так вот, каждый такой прыжок увеличивает физ и маг защиту на 45 единиц на 4 секунды. Максимум можно накопить аж по 135 физ и маг защиты. Итоговый бонус 270 защиты. Второе место занял Грок. Ему достаточно просто подойти к любой стене или башне и сразу появится щит, который увеличивает физ и маг защиту тоже на 135 единиц. Итоговый бонус опять-таки 270 защиты. Ну и первое место занял Хуфра. Пока он мячик, то его физ и маг защита увеличивается на 100%. Но чтобы понять, сколько же мы в итоге получаем бонусной защиты, нужно снова узнать среднестатистическое количество физ и маг защиты в сборках топ-игроков. С помощью этих расчетов стало понятно, что в среднем купленные Хуфрой предметы приносят 135 физ защиты и 59 маг защиты. Также нужно учитывать защиту от природы, то есть в итоге Хуфра получает 201 физ защиту и 92 маг защиты. А так как бонус к защите 100%, то столько же единиц защиты мы получаем в режиме шарика. Итоговый бонус 293 защиты. Вот такой получился топ героев. Мы разобрали лишь сколько защиты получают герои, а не кто сильнее или слабее в процессе игры. Тот же Грок на практике в среднем впитывает больше урона, чем Хуфра, несмотря на то, что у Хуфры более высокие показатели бонусной защиты. Хочу лишь добавить, что у Маски Мужества есть уникальный пассивный навык, который повышает физ и маг защиту на 10%. При этом этот навык стакается с другими масками мужества твоих союзников. А также спелл Вспышка после использования на 1 секунду повышает физ и маг защиту на 20 единиц. Спасибо ребятам из беседы, которые помогли подобрать героев для этого гайда. А также большое спасибо Зверько за инфу про Бардса. Видео получилось длинноватым, поэтому задавайте вопросы в комментариях. А если не смотрели видео о том, как работает физ и маг защита в Mobile Legends, то ссылку оставлю в описании. Удачи!